выезжаем из этой квартирки. Итак, первая часть нашего влога про переезд. Сейчас мы будем собирать вещи. Вообще-то собирались еще вчера, но сложная неделя. Вчера мы ездили смотреть машину, и она, между прочим, не завелась. Я очень надеюсь, что покупка машины будет еще одной из линий этого видео, но посмотрим. Плюс к этому вчера еще были какие-то очередные правки к закону о гражданстве, что потенциально, скорее всего, увеличит наш срок ожидания с 2 лет до 9. Неплохая такая разница в 7 лет. Ну и еще вчера рожала моя подруга, я была вся на нервах. Короче, вообще не до сбора вещей. Поэтому собираем вещи сегодня. Сейчас я уже подсняла кадры до и очень надеюсь, что в конце вставлю, знаете, какое-нибудь милое, слезливое видео с тем, как было, когда мы тут жили, и с уже пустой квартирой. Короче, давайте приступать к сбору вещей. Я вам напомню, что в этой квартире мы прожили аж 3 года. И приезжали сюда, простите, у меня тут пушистый некормленный ассистент тоже очень хочет в кадр. Напомню вам, что приезжали мы сюда с 2 чемоданами, рюкзаком и сумкой. Посмотрим, сколько вещей у нас выйдет в итоге. Мне кажется, что неплохо мы так нажили добра за это время. И поехали. Андрей притащил наши чемоданы и все коробки, что у нас есть. Я купил еще пакеты такие, чтобы удобно хранить там и собирать вещи. Главный сборщик вещей, конечно, Мята. Начнем мы, наверное, с самого сложного, с посуды и холодильника. Кажется, это то, что больше всего может не доехать. Я думала вот сюда поставить. Достаточно вообще устойчиво, у тебя только голову не видно. Ой, корминка упала. Эти голодные на перегонки просто побежали. Угадайте, пожалуйста, сколько раз мы пользовались вот этим сосудом. Один раз на день рождения Андрея делали с Ангелой. Очень разумная покупка, я нами очень довольна. Но справедливости ради, просто у нас очень маленькая квартира. Если бы квартира была побольше, можно там чайный гриб выращивать, во-первых. Во-вторых, делать летние лимонады. Если вас как-то смущает моя логика упаковки, то не смущайтесь. Мята, тебе все меньше и меньше места. Успеваю улечься. Давай, у тебя получится. Мята, бокальчик. Мы тебя не забудем, не переживай, не забудем. Что-то, кажется, уже больше, чем 2 чемодана. Нам надо пересмотреть отношение к жизни. Ой, а тут крана, я не заметила. Смотрите, кондитерский... Как это называется? Угадайте, сколько раз я им воспользовалась. Правильно, пока 0. И богатство, привезенное из Грузии. Все, что осталось, больше половины я уже съела. Сложно передать словами, как я устала от этого комода. Это ничем не лучше, чем просто вещи вот так в чемодане хранить. Вещичек у меня, конечно, за 3 года почему-то прибавилось. Хотя, с другой стороны, по сравнению с тем, что было в Питере, это не так уж и много, знаешь? Готово. Нет, ну нет. Папа вещи складывает, ты смотришь. Нет, Мят. Что ты скрываешься? Что ты на низких вибрациях? А я не оставила вещей, в которых ехать. Вы видели эту собаку? Пока Мята тут вообще-то старается, помогает, ты просто лежишь. Еще одна сумка. Вот мы, смотрите, парочка. Очередной пакетик. Эта вешалка, есть влог, в который мы ее собирали, оказалась для нас взятием кошки. Бесполезной, потому что Мята ползала по этой одежде. Андрей, да одежду всю мою убрал, вот это ты убираешь. Мне одеть-то нечего. То сюда. И Стич. На канале тоже есть видео о том, как Андрей мне его выиграл. Переходите, смотрите. Он тоже, конечно, едет с нами в новый дом. Увидимся, дружок. Картинки, которые мы с Андреем как-то рисовали на свидании. Очень не хочется это все хранить. У кого-нибудь есть идеи, как перевозить лего? Я просто пока не понимаю.
Вот эти, кстати, икеевские зажимы оказались очень удобной, незаменимой штукой. Я все ими заклепываю и надеюсь, оно доедет. Андрей сейчас начал ходить грузить вещи в машину и сказал, что, кажется, мы собрали достаточно и больше в этот раз не влезет. Сейчас придет, обрадую его, что собрала пакет с всякими банными принадлежностями из ванны, мы про них забыли. Фу, у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 пакетов или каких-то сумок, в общем, вещей куча. Все. А вот это все кто понесет. Но я пока еще не устала и очень рада, что мы все это растянем на несколько дней, весь этот процесс. И Мята испугалась открытой двери. Она тут спряталась под одеяло, бедняжка. Мята, ты такая иногда вроде смелая, иногда такая трусиха. Чего ты? Это первый переезд Мятиной жизни, так что ей пока очень страшно. Я уже надела кроссовки. Обстановочка дома, как будто можно ходить как попало. Много вещей уже вынесено. Ужасный бардак. Меня, конечно, это все очень сильно бесит. Но переезд — дело такое, и мы на финишной прямой, чтобы погрузиться, уехать и дальше вернуться сюда и опять заниматься тем же самым. Андрей тут складывает последние вещички, видите, уже даже ноутбуки пошли в ход, детские всякие переноски и горшки. Я боюсь представить, сколько там время. Лучше, может, и не смотреть. Кажется, это последняя ходка перед тем, как забирать животных. Помогаю, чем могу. Время 4 часа. Начали мы сборы, по-моему, в 12. В час, наверное. Ну, как будто за 3 часа столько вещей собрать. Это норм. Я подержу. Должна же быть у меня тут какая-то польза. За всеми этими... Ой, нет! Польза. Я держу, как и обещала. За всеми этими сборами вообще не... порефлексируешь, что мы последний день в нашей квартире. Ходишь, упахиваешься и ничего не успеваешь почувствовать. А почему ты одновременно со мной говоришь? Ты как думаешь, это будет? В каком-то видео мы вам, кстати, показывали, как мы тут живем. Вернее, жили. Вот она, ничего себе, синяя. Хорошо, что не наша. Ну, показывай. Могло быть и хуже. Напомню вам, что все это сегодня еще надо будет разбирать. Пам-пам. Я всю со своим пакетом наполнителя. А у нас еще тут целая кладовка. Хотите посмотреть? Та-да-да-дам, та-да-да-дам. Тут еще вещи какие-то. Я не хочу это собирать. Объясните, где были наши мозги, когда мы все это покупали. Каждый раз, когда мы переезжаем, я думаю, я больше ничего не буду покупать. Классика. Я себе на лбу написал. И мы наконец-то выехали. Джекушка у меня тут в ногах, Мята на руках, сзади куча вещей. Водитель. Как ты устал? Видите, какой-то неразговорчивый. Самое время рассказать, куда мы вообще едем, что происходит. У нас есть 55 минут, судя по навигатору. Как я уже сказала, мы жили в нашей студии 3 года, и это было очень тяжело. Мы 2 удаленщика, нас 4. Очень долго хотели съехать, но ждали ВНЖ. У нас очень строгий контракт. Мы должны были предупредить о том, что съезжаем за 4 месяца. Здорово, что мы еще не развелись. Это моя любимая тупая шутка. Мы решили пойти во все тяжкие и сняли дом. Но всего лишь на 4 месяца и, наверное, не дом, а скорее домик в деревне. К сожалению, машины первое время у нас не будет. Мы планируем знатно закупиться и, наконец-то, жить как-то спокойно, помонтировать видео. Надеюсь, на канале выходит много видео. А пока мы поедем под крики Мяты, тихонечко послушаем музыку, попробуем восстановиться, ведь сегодня нам еще разбирать все эти вещи, которые мы только что собирали. Джей умудрился к концу поездки даже улечься у меня в ногах, я просто в шоке. Лежи, лежи, солнышко, ты устал? Погода осенняя. Полдороги мы ехали в каком-то облаке. Мы немножко уезжаем от океана, приближаемся к горам. Здесь погода должна быть совершенно другой. Даже не знаю, что нас ждет. Не пожалеем ли мы? Посмотрим. Мы съехали с трассы. Вау, какая красота! Но на узкой машинке тут, наверное, было бы приятнее. Смотрите, у кого-то там урожай тыквы. Какие-то мужички тут стоят. И на навигаторе 1 минута. О,
Это что? Наш дом? Посмотрите, какие прекрасные развалины слева. Господи, они как будто нас ждут. Она показала туда ехать. Нас уже ждут какие-то соседи. Господи, немножко неловко. Конечно! Какая кошка первая заходит? Первый заходит мистер Джейс с грязными мокрыми лапами. Хорошо, что в португальских домах не разуваются. Извините, у нас тут дождь, 1% на камере. Сейчас камеру поставим на зарядку и обязательно вам все покажем. Главное, что мы на месте. Давайте выпустим Митуню. Ты можешь идти. Надеюсь, ты не будешь в шоке. Не будем ей мешать, пусть осваивается. А я сейчас покажу вам наш дом. Это старый португальский традиционный дом из камней. Но не переживайте, внутри дом выглядит очень мило, уютно. Тут есть все самое необходимое, так что пойдемте покажу. Это наша кухня. И посмотрите, какая тут огромная рабочая поверхность. Рабочая поверхность очень большая. Очень много занимает раковина. Зачем она такая огромная? Есть вытяжка, есть плита, есть духовка, микроволновка, тостер, чайник, кофемашина, вообще все, что можно пожелать. Мусорное ведро. В этом доме, вы не удивляйтесь, много всяких причуд. Вот такое. Еще одно окно. Я разберусь. Каменные стены. Закрываем. И в этой части у нас холодильник. У меня ощущение, что тут раньше то ли печь была. Можно что-то готовить и сразу продавать. Эй, ку-ку! Привет, я тут! Моя любимая комната! Это зал! Мне очень нравится этот желтый свет. Вот такой у нас обеденный стол. И, наверное, рабочий стол тоже. Милейшие какие-то подушки. Я почему так с энтузиазмом все рассказываю? Потому что ездил снимать дом Андрей, и я тут не была. И единственное, о чем я его спрашивала, это: Андрей, обрати внимание, как там пахнет, потому что если будет пахнуть плохо, это провал. Но, если честно, пахнет и вообще ничем. Какой красивый вид из окна. Там стоит наша машинка. Мне нравится вид. Самое чудесное, что есть в этом доме, это вот этот вот небольшой камин. Я надеюсь, что уже сегодня мы его разожжем. И здесь такая зона с диванами. Вероятно, тут будет спать Джей, только надо будет ему что-то постелить. Можно я попробую посидеть? Идем дальше. Мне кажется, она будет точить когти об этот ковер, смотри. И сейчас пойдем в ванну. Я надеюсь, вы тут еще не заблудились. За Андрея спиной прямо вход в дом. Заходим вот в эту вот проходную комнату, видимо, для вот этих двух прекрасных стульев желтых. И вот здесь, наконец-то, санузел. Обратите внимание, что он очень далеко от входа, а Джею как бы нужно мыть лапы. Вот, ванна. Это чудесно. И вот такой вид на стену и чей-то дом. Тут у нас гостевая спальня. Судя по наклейке с вот этими единорогами, тут живет хозяйская дочка. Приезжайте в гости, теперь для вас тут есть отдельная спальня, больше сказать нечего. Наконец-то последняя комната. Я понимаю, что вы отвыкли после нашей студии. Если честно, у меня тоже кружится голова. Вот, это наша спальня. Я сама тут еще не была. Хотела какие-то свежие впечатления для вас сохранить. Я как португальская бабулька. Мне 90 лет, у меня 400 внуков, они приходят по очереди. Я тут живу. Мне очень интересно ваше мнение. Расскажите, что это такое. Это умываться. Это тазик, и вот туда собирается вода, и полотенчик. Ох уж это старая португальская мебель. Я раньше думала, что это прикольно. Больше я так не думаю. Разваливается, скрипит. Ну нормально. Повесим, положим. Притаился главный герой, видимо, нашей зимовки. Мой офис новый. Это очень странно работать перед зеркалом. Ты будешь здесь работать, тебе, наверное, все равно. Будешь сидеть. Ну и этот стул из «Игры престолов». Откуда вообще взялся этот дом и сколько мы за него заплатили? За месяц аренды, включая электричество, воду и интернет, мы платим 650, но 25 евро дороже, чем за крошечную студию в Авейру. Ну а сам дом, как Андрей тактично поинтересовался у хозяина, стоит 60 тысяч евро. Вы можете купить такой дом in the middle of the nowhere за 60 тысяч евро, что примерно на 1 000 000 евро дешевле, чем купить такой же в Авейру. Ладно, что примерно на 200 тысяч евро дешевле, чем купить Т2 в Авейру. Буду разбирать вещички потихонечку, а Андрея отправлю в Макдональдс. Это деревенская жизнь не для меня. Сколько нам до ближайшего Макдональдса? Поздравьте меня с первым разобранным пакетом. Надеюсь, что не
последним. Будем быстро все разбирать. Я планирую жестко удивить Андрея, когда он вернется с едой. И это уже третий пакет. Разбирала вещички и нашла вот это. Надеюсь, это тут случайно. Моя кружечка еще из-за почки, я пью из нее чай, сколько себя помню. А эту кружку мы стащили из хостела серферского, в котором ночевали в порту, когда только прилетели. Кто меня знает, это на меня безумно не похоже, оцените, насколько я была в панике. Еще один пакет. Возможно, тут будет ничего не достать, но это уже не мои проблемы. Сумка номер уже, мне кажется, 27. Стич на своем временном месте, а я что-то устала и кажется, что я больше не могу. Хотя разобран, наверное, я не знаю, может быть 15% вещей. А завтра мы привезем еще. Кушать хочется, где там Андрей с Макдональдсом. Не прошло и 9 миллиардов лет. Андрей вернулся, принес дрова, дети встречают. Будем первый раз разводить камин. Достаем полежки. Я, конечно, еще тут мастер. Взял вот такие брикетики. Может быть, хорошо, что у того мужика маленькие дрова. Я не знаю, что из нас, либо ты, либо Джей закрыли с собой самое главное. Джей, нельзя. Джей, ты закрываешь всем камеру. У меня выработался рефлекс, и я жду, что в континенте будут стулья двигать. Вот это вот ужасный звук, когда они закрываются в 9:20 примерно. Я такая, почему тихо? Давай послушаем. И наш первый завтрак. Сегодня вышло солнышко. Я Мяте организовала местечко, чтобы она следила за нами, когда мы уходим. Ну, спасибо. Нам, представляете, соседи оставили дрова. Очень мило с их стороны, я считаю. И еще одна часть рум-тура — это вот подвал с паутиной такой интересный. Вот как тут все выглядит на первом этаже. И тут есть еще одна дверь. Хочешь посмотреть, что там? Сейчас как захлопнется. Огород. Ты думаешь, так огород выглядит? И закрывается вот так за гвоздик. Мы снова в нашей студии. Ну, пока что нашей. Начнем с разбора мебели, какой-то ее упаковки, потому что в ближайшее время она нам не понадобится. Мне не очень нравится в моем исполнении, как выглядят все эти домашние влоги со сборкой, разборкой. Кажется, это достаточно трудно, нужно выбирать ракурсы, при том, что ты одновременно работаешь физически, еще и думаешь, как все укомпоновать. Короче, это слишком много процессов одновременно. Путешествие снимать и как-то планировать у себя в голове легче. Не знаю, дайте знать в комментариях, может быть, просто я не вижу, как это выглядит со стороны, но поделиться хочется, так что смотрите, что есть, простите. Наша одеялка сегодня ночью, нам его очень не хватало. Андрей разбирает потихонечку тут наши стеллажи, знаете. Это лучшая покупка из всей мебели, что мы покупали, мне он очень нравится. Очень интересно, где и когда мы будем в следующий раз снова это собирать. Не надо писать в комментариях, если мы тут что-то не так заматываем. Это экспромт. Мы долго об этом не думали, если что. Круто. Мы уже хотели носить мебель, и тут вспомнили про стол. Ощущение, что уже вся машина забьется. Наша любимая карта снова с нами переезжает с самого первого места обитания в общаге. Пойдемте грузить вещи. Вы сейчас, представляете, не влезли в один лифт, я говорю, Андрей, давай я поеду, а ты на втором меня догонишь. И в итоге я успела все выгрузить, пока он спускался. Я хвастаюсь подписчикам, как я разгрузила целый лифт. Дано вот такая пустая разобранная машина и
целая куча вещей, которые надо в нее запихнуть. Наша стратегия. Сначала делаем ровный пол, дальнейшие шаги пока в процессе. Первая часть, все, мы вынесли все, что могли, и теперь будем приступать к ремонту. Нужно тут сказать вам, что кое-что мы уже сделали. Когда я только начала готовиться к переезду, я решила, почему бы не оторвать полароидные снимки от бокового фасада кухни, и так случилось, что пока я оттирала оттуда скотч, я не заметила, как я порчу и царапаю фасад. Это было ужасно, у меня, к сожалению, нет видео, вы, наверное, представляете себе, там просто были такие царапины, и это мы уже заделали с помощью какого-то чудесного средства, которое купил Андрей. Конечно, там была повреждена только верхняя эмаль, но уже класс, что получилось это починить. И еще одна супер новость, нам разрешили оставить эту стеклянную стену. У меня есть шортс на ютубе о том, как мы ее делали, она получилась, мне кажется, очень миленькой. Если что, Андрей, будешь сдавать квартиру, скажи, что давайте в счет вот этой зеркальной стены. Это будет наш первый аргумент, чтобы нам вернули залог. А что еще мы делаем, чтобы нам вернули залог? Ну, во-первых, мы будем чинить стены. К сожалению, эти стены, они, конечно, очень красивые, но окрашены нежной краской, которая от мельчайшего какого-то прикосновения уже отваливаются. Мы спросили у управляющей компании, что это такая за краска. Купили специально тот оттенок. Ты рассказывала, что тебе ее даже смешивали специально. И сейчас мы будем супер хорошо отмывать стены, чтобы потом, наверное, завтра подкрасить все какие-то неточности. Андрей тут начал работать с душевой. Снимаем дверцы. Я предварительно их хорошенько помыла, чтобы сегодня их пришлось только сполоснуть. Будем убирать силикон. И сейчас Андрей все это удалит. Я еще раз помою, наверное, и потом зальем новым. Отмывала уже вот эти вот стыки между плитками. Они были достаточно темные. Намывала вот эту вот вытяжку. Так что тут в ванне осталось не так много. И смотрите, мята обгрызла немножко нам вот эту вот штучку. Андрей пытается обрезать, чтобы не было видно. Пока я там домывала ванну в последний раз, Андрей уже начал шкурить нашу мебель. Казалось, что верхняя поверхность комода каменная, а не деревянная. Очень грустно, что хозяева просто зафигачили ее серой краской. Мы, конечно, сделаем то же самое, но я считаю, что это неуважение к антикварной мебели, конечно. А я начала тут шкурить стулья, и мы сначала думали, что все их пошкурим и перекрасим, но что-то очень долго идет, и уже кушать хочется. Сейчас, наверное, пойдем перекусить, потом закончим. И мы вернулись, успели даже встретиться с друзьями, покушать, но времени уже очень много, 8 час, да? Андрей сейчас зашкуривает. На этом месте была еще такая красивая штучка, деревяшка, но она благополучно оторвалась. Вот достали гвозди и теперь зашкуриваем, чтобы все это закрасить. Надеюсь, про нее не вспомню. И еще мы зашкурили, как смогли, стулья, зашкурили какие-то сильные царапины, чтобы краска лучше легла. На все стулья нас, конечно, не хватило, да мне кажется, это нужно делать со шлифовальной машинкой, а не руками. И оказывается, стулья были покрашены еще в лаке. Неудивительно, что краска от них просто отваливалась. И в одном месте я даже нашла скотч. Поэтому, возможно, мы зря вообще переживали, и хозяевам глубоко пофиг. Ну и мы много сегодня не доделали, ничего не сделали с диваном. У нас будет еще 2 рабочих дня. На самом деле, ощущение, что мне бы в любом случае не хватило времени, потому что я хочу сделать так много, как возможно. Типа, если бы у меня было время, я бы еще и окна помыла. Знаете, что как будто бы совсем не обязательно. Не знаю почему, может быть, это какая-то благодарность, потому что если бы нам не сдали эту квартиру, мы бы не получили документы, это тот адрес, который у нас на ВНЖ, блин. Может быть, это все-таки период, мы так долго тут жили, дольше, чем в нашей квартире в Питере. Может быть, это комплекс неполноценности и желание показать, что мы хорошие. Я совершенно не знаю, что это такое, но не обязательно все знать и все понимать. Достаточно просто убрать квартиру, сдать ее и все. Тот самый звук двигающихся столов и стульев, о котором я говорила. Слышите? Как приятно. И утром то же самое. Мы снова на том же месте сегодня с утра отработали. Если честно, я уже устала. С каждым днем, по-моему, энтузиазма у меня все меньше. Осталось тоже не так много, так что давайте соберемся и вместе все сделаем. Сейчас Андрей пошел покушать, купить, может быть, еще в этом дело, почему я так себя чувствую. Мы сегодня только завтракали, и сейчас быстренько перекусим какими-нибудь салатиками, чем-то, что легко можно купить, и будем приступать к работе. Во-первых, сегодня нужно залить силикон, потому что он будет какое-то время застывать, этим займется Андрей. Не люблю заниматься
Один раз мы уже меняли тут силикон чисто для себя, потому что он портится, появляется плесень, все прелести высокой влажности. Вот решили обновить и для хозяев, хотя это, наверное, совершенно не обязательно, но как-то так, простите. Это не значит, что вам тоже нужно менять силикон, когда вы выезжаете, вы можете делать все, что хотите. Я, наверное, пока подкрашу стены. Очень сильно рассчитываю, что тут не произойдет никакой неожиданности. Целая банка краски для просто небольших сколов на потолке. Они такие мисипусечные, что на них даже не сфокусироваться. Я не понимаю, как ты с руки. Думаешь, так просто? Вот я уже не попала. Ощущение, что я замазкой какие-то ошибки замазываю. Мне надо, чтобы училка не заметила, что я там ошиблась. Под 30 это уже какой-то, знаете, опасный вид спорта. У меня жестко голова закружилась. Мне кажется, супер. Мне кажется, снизу будет ничего не заметно. И пока Андрей ходил, выбрасывал мусор, уносил последние вещи в кладовку, я начала красить стены, и, как я и боялась, по крайней мере, когда только наносишь краску, она супер светлая, а здесь штука, которая уже подсохла. Сначала она блестела, сейчас она уже не блестит, как будто она уже высохла. Выбора у нас особо нет, Андрей сказал красить. Ну и дальше нам, конечно, нужно почистить диван, обрезать все, что мята там наточила за это время. За диваны я не очень сильно переживаю, потому что, его вообще нет в контракте, в отличие от серых стен и серых штор. Диван нам отдавали вообще вместе с пауками, он был в пыли, в какой-то грязи, я его отмывала, так что ничего удивительного, если он будет тоже не в идеальном состоянии. А знаете ли вы, мои друзья, этот лайфхак? Если у вас порвалась правая перчатка, не обязательно выбрасывать левую. Можно вывернуть ее, а потом использовать как правую. Помню, мама все детство ходила в разных перчатках. Я решила все-таки чуть-чуть почистить диван, чтобы он вкусно пах. Да и вот губочки новые откроют. Мне кажется, мы их так и не используем. Хотя купили специально для этого дела. А вот из-за чего я переживаю, это из-за духовки, потому что никак не влезал туда противень, и поэтому стенки поцарапались. Нужно ее хорошенько помыть и потом заполировать. Купили специальное средство. Надеюсь, что будет тоже не как новое, но более товарный вид, по крайней мере, будет блестеть, и тогда, может быть, к нам тоже не пристал. Нужно поменять еще шторы. Сегодня Андрей уже написал нашему агенту, спросил, где купить шторы, потому что они супер классные. Это жесткий блэкаут, который вообще ничего не видно. Пока мята не поползла. По ним у меня есть прекрасный рилс, который набрал несколько миллионов просмотров, как она сделала звездное небо из этих штор. Короче, их нужно 100% менять. Ну и что еще? Конечно, покраска. Возможно, всю эту переделку я затевала именно из-за покраски, потому что мне очень нравится красить. Я давно этого не делала. Если честно, испытываю даже какое-то извращенное удовольствие от того, что делаю такую плохую вещь. Никто не увидит, какой тут красивый камень. Почему моя работа не выглядит так? Я бы с радостью этим занималась. Мне кажется, вот что антистресс, так это вот это занятие. Кажется, мы на финишной прямой, потому что мы отрываем крючочки. Это все значит, мы уезжаем. Я в шоке от этих икеевских девайсов, что они в реальной жизни постоянно отваливаются. А как дело доходит до того, чтобы их отрывать, то уже другой разговор. Ура! Ну и я забыла совершенно, что нам еще нужно заделать скол на раковине. Думаю, это тоже мы оставили на последний момент. У нас есть вот такое вот средство. Насколько я понимаю, надо развести маленькую ложечку вот этой баночки, добавить туда капельку затвердителя, все перемешать и с горкой туда сыпануть. Сейчас подождем, пока засохнет, потом отполируем. Маша разбирается со столешницей. Нахерачил потолки белой краски, что там теперь пятна вот такие вот. Это вообще какой-то ужас. Сюда снимай, не туда. Найдите пятно. И здесь тоже, мне кажется, еще больше бросается в глаза, чем было до этого наше произведение искусства. Да там ничего не фокусируется, эта камера тоже идиотская. И мы наконец-то выходим. Стулья покрашены, комод покрашен. Диван подготовлен, сохнет, заделана раковина и стены. Зачем я это перечисляю, если вы сами все видели, я не знаю, но я раздосадована столешницей, потому что, по-моему, стало хуже, чем было. А во-вторых, конечно, стены не попали в тон и выглядят просто отстойно, на мой взгляд. Но мы уже приедем только в среду с утра, чтобы расставить все на места, помыть полы и сдать квартиру. Можете писать в комментарии, думать, заслуживаем ли мы этого. Все, а мы пошли разбирать кладовку, собирать Андрея велосипед. Я считаю, что вещь только Андрея разбирать должен он, я буду сидеть в машине и ругать
кажется, что я хочу кушать. Это наша третья и самая последняя машина. Это была ужасная сборка. Пришлось достать все вещи и погрузить их обратно, потому что из-за некоторых вещей, типа велосипеда или этажерки, которую мы не стали разбирать, тетрис никак не складывался. Итого 3 полные машины. Андрей, я считаю, что мы должны поставить себе цель за этот месяц выкинуть одну из машин. Спасибо, что были с нами в этот тяжелый день. Нам осталось, как я уже сказала, раз 500 миллиардов все намыть, и мы приступим к самой потрясающей части обживания на новом месте.